Ровно 846 дней. Именно столько понадобилось биткоину, чтобы пробить новый исторический максимум выше уровня 69 тысяч долларов. Да, друзья, 5 марта 2024 года войдет в историю, ведь спустя 2,5 года и после тестирования локального дна на уровне 15 тысяч, биткоин вопреки всему смог вырасти на 340%. И благодаря большим американским фондам, таким как BlackRock, Fidelity, ARK Invest и многим другим, биткоин начинает новую эру, поскольку его цена находится на грани того, чтобы пробить 100 тысяч долларов. Когда пару лет назад биткоин торговался на уровне 20 тысяч, это казалось чем-то невозможным, но миллиарды долларов от фондов творят чудеса. И что самое интересное, прямо сейчас биткоин копирует цикл 2021 года, и если история повторится, то после трехнедельной консолидации его цена может превысить 100 тысяч и зафиксировать рост на 200% после халвинга в апреле. Но такой потенциал на рост есть не только у биткоина, но и у эфира. Ведь осталось меньше 7 дней до важнейшего обновления Dencun, которое снизит высокие комиссии в сети. И даже несмотря на перенос решения по ETF, эфир также фиксирует новые максимумы и собирается пробить уровень 5000 долларов. Вот поэтому сегодня в видео вас ждет максимально подробный разбор двух главных криптовалют на рынке. В первой половине видео мы поговорим о биткоине. Я вам расскажу, сколько монет уже накопили фонды, почему киты хотят, чтобы вы продавали прямо сейчас, какие прогнозы на биткоин дают эксперты, ну и конечно же вы узнаете, на каком уровне стоит покупать биткоин перед халвингом. Ну а во второй половине видео вас ждет разбор важнейшего обновления Dencun, ведь мы обсудим, как оно повлияет на блокчейн Ethereum, вы узнаете, почему инвесторы массово выводят эфир с бирж, вырастет ли он до 5000 долларов в марте, какие монеты L2 пробьют новые максимумы, а также зачем в преддверии такого важного обновления сам Виталик Бутерин продает эфир. В общем, сегодня будет много всего интересного, поэтому без лишних слов, приятного вам просмотра. Вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, первое, что я хочу вам сказать, это то, что вы нереально крутые, ведь под прошлым роликом вы уже набрали 1500 лайков. Мы безумно благодарны вам за такую поддержку, поэтому, как мы и договаривались, видео про перспективные монеты, которые напрямую связаны с биткоином, уже на этапе создания и скоро будет опубликовано на канале. Как вы видите, ваша поддержка мотивирует нас снимать видео гораздо чаще, и в марте мы вообще планируем выпускать новые ролики через день, так что если вы желаете, чтобы мы выходили на связь как можно чаще, давайте под этим видео также наберем не меньше 1000 лайков. А чтобы в перерывами между выходами роликов продолжать оставаться в курсе всех событий, переходите в телеграм-канал, где наши редакторы 24/7 мониторят весь интернет, чтобы вы получали только самые актуальные новости и большое количество эксклюзивной информации, которую мы, кстати, озвучим сегодня в видео. И первое, с чего мы начнем, это с исторического события, ведь 5 марта биткоин пробил новый исторический максимум. Да, друзья, это свершилось. И спустя ровно 846 дней биткоин вернулся на уровень 69 тысяч и даже его пробил, ведь теперь новый максимум был отмечен около 69 400 долларов. Сразу хочу всех поздравить, кто вместе с нами верил в рост, а также с нетерпением ждал этого события. И если вы смотрели два наших последних видео, вы наверняка знаете главную причину, из-за которой биткоин улетел вверх. И конечно же это фонды и еще раз фонды. Да, американские фонды не спят, а они продолжают накапливать биткоин. И 5 числа этот показатель составил 648 миллионов долларов, что стало вторым максимальным уровнем по накоплению биткоина после одобрения ETF 10 января. В это же время был зафиксирован новый рекорд по объему торгов, который составил более 9,5 миллиардов долларов. При этом 3,7 миллиарда долларов пришлись на такого гиганта, как BlackRock. И если в прошлом видео, которое выходило 4 марта, у BlackRock было 164,5 тысячи биткоинов, то сейчас эта цифра уверенно приближается к уровню 200 тысяч и составляет 183 345 биткоинов, которые оцениваются почти в 12 миллиардов долларов. То есть все идет ровно так, как я вам говорил в последних видео. Большие американские инвесторы несут деньги в BlackRock, чтобы накопить как можно больше монет до халвинга, ведь до него осталось всего 45 дней. Но и BlackRock также не против брать деньги из своего кармана, чтобы в их ETF было еще больше биткоина. Таким образом, накопление со стороны фондов является прямой причиной текущего роста. Из-за такого пампа биткоин уже обогнал
догнал капитализацию компании Meta и даже ненадолго превышал капитализацию серебра. Но еще что самое интересное, биткоин превысил капитализацию одной из самых надежных валют в мире, а именно швейцарского франка. И теперь даже ведущие экономисты, которые пару лет назад называли биткоин пузырем, начинают сомневаться в своих же словах. Но поскольку биткоин сразу же упал на 15% после пробоя нового максимума и на рынке началась значительная фиксация прибыли от инвесторов, нам крайне важно разобрать, что будет с биткоином дальше. Вообще, почему он упал? На это, конечно же, есть своя причина, и заключается она в больших продажах от китов. Например, вчера один кит, который холдил биткоин 14 лет и покупал его по 28 центов, решил перевести 1000 биткоинов на Coinbase, чтобы продать и заработать более 67 миллионов долларов. В сочетании с падением открытого интереса на биржах, биткоин очень резко упал сначала до уровня 65 тысяч, а спустя пару часов и вовсе пробил важную поддержку на уровне 60 тысяч долларов. То есть всего за несколько часов он упал на 15%. И падение усилили огромные ликвидации, которые превысили 1 миллиард долларов. И чтобы вы понимали, даже в 2023 году не было таких ликвидаций, как на этой неделе. Правда, больше всех пострадали именно альткоины. Ведь если биток упал на 15%, то другие монеты зафиксировали от 20 до 50% минуса. Наглядный пример Solana. Ведь после пробоя нового годового максимума 140 долларов, ее цена упала на 27% и почти протестировала поддержку 100 долларов. Но благодаря тому, что участники нашей подписки Coin22 Pro заранее получили уровни для открытия шорт-сделок, они заработали на падении Solana от 80% чистого профита. Да, друзья, зарабатывать можно не только на росте, но и на падении. Самое главное знать, когда именно стоит открывать шорт-сделки. И в этом вам помогут аналитики подписки Pro, которые ежедневно следят за рынком и подготавливают для вас большое количество прибыльных торговых идей. Ведь после фиксации прибыли на Solana, вчера мы активно откупали монету Avalanche, и все участники Pro заработали на лонг-сделках от 70% прибыли. И даже если вы новичок и не знаете, как открывать сделки, наше пошаговое обучение поможет вам освоить базовые принципы трейдинга. И за счет полноценной практики, которая заключается в торговле под руководством наших специалистов, вы сможете за максимально короткий промежуток времени научиться торговать. Мы успешно работаем на рынке уже более 2 лет, и за это время к нам присоединилось более 1000 участников, а на фоне просадки некоторых монет прямо сейчас мы предоставляем рекомендации по спотовому портфелю. Поэтому, чтобы не упускать свою прибыль, а покупать только перспективные монеты и заранее получать лучшие точки входа от профессионалов, прямо сейчас переходите по ссылке в описании и напишите нам, чтобы получить подробную информацию. Ведь если бы вы написали нам пару месяцев назад, ваш портфель уже вырос бы минимум в 2 раза. Но несмотря на то, что вчера биткоин упал даже ниже важной поддержки 60 тысяч долларов, большинство аналитиков назвали это нормальной консолидацией после достижения нового максимума. Например, аналитик Аксель Кибар поделился вот таким графиком, где биткоин достиг уровня 69 тысяч и назвал это стадией FOMO, при которой не стоит продавать биткоин. Также руководитель Galaxy Research Алекс Торн сравнил текущее движение биткоина с 2020 годом. Он предположил, что если история повторится, биткоин скорее всего упадет на 11% ниже за 15 дней, прежде чем окончательно превысить новый максимальный уровень. И кстати, насчет сравнения движения цены в 2020 году. Сейчас можно заметить, как биткоин входит в новую фазу. Ведь обратите внимание на то, что в предыдущих циклах ему потребовалось около 500 дней, чтобы пробить новый максимум. Но на данный момент биткоин явно опережает график. Также хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на движение цены биткоина в конце 2020 года. Когда биткоин дошел до максимального уровня 2018 года, он провел 3-недельную консолидацию и начал новую фазу роста на 200%. Удивительно, что спустя 3 года это повторяется. И мне кажется, что если в ближайшие недели его цена сможет закрепиться выше уровня 70 тысяч долларов и начнется консолидация, то уже летом биткоин может достичь 100 тысяч долларов. Я прекрасно понимаю, что это очень оптимистичный прогноз, но вы сами видите, что фонды не скромничают, и биткоин вопреки всему фиксирует по 10% роста каждую неделю. Сейчас киты своими ложными большими заявками на продажу постараются выбить как можно больше розничных инвесторов. Ведь большим игрокам крайне важно, чтобы всегда оставались инвесторы, которые готовы покупать по более высокой цене. Поэтому мой вам совет: заранее приготовьтесь к резкому движению на рынке, которое будет наблюдаться на этой и следующей неделе, пока биткоин не зафиксирует уверенную поддержку хотя бы выше уровня 65 тысяч. Кстати, напоминаю вам, что все свои сделки, а также покупку крипты я провожу у нашего официального
официального партнера OKEX. Поэтому если вы давно искали надежную и удобную биржу для торговли, ссылка на OKEX есть в описании. Что касается фиксации прибыли, мою цель вы прекрасно знаете, и продавать до халвинга я по-прежнему не собираюсь. В данный момент я наоборот присматриваюсь вот к этим диапазонам, чтобы перед халвингом еще купить небольшую часть биткоина. И в будущих роликах я более подробно покажу, на каких уровнях стоит покупать биткоин. А также я хочу поделиться с вами одной стратегией, как правильно продавать монеты и выходить с рынка. Так что если вам интересна эта тема, обязательно напишите в комментариях. Ну а мы давайте перейдем к очень важному событию для второй криптовалюты мира, которое нас ожидает уже на следующей неделе. И да, это обновление для Ethereum под названием Dencun. На самом деле про Dencun я рассказывал еще больше 2 месяцев назад, когда эфир стоил всего $2000. Но для тех, кто пропустил это видео, я подробно расскажу, что из себя представляет данное обновление. Но сначала немного предыстории. В декабре 2020 года Ethereum представил сеть Bacon Chain, которая внедрила механизм консенсуса POS и позволила стейкать эфир. Это было важно для перехода Ethereum от старого консенсуса Proof of Work, на котором сейчас работает биток. К сентябрю 2022 года разработчики Ethereum запустили большое обновление под названием слияние, связав свою основную сеть с Bacon Chain, и они полностью перешли на Proof of Stake. Далее, в апреле прошлого года, обновление Шанхай позволило пользователям выводить застейканные эфиры, а уже после этого, 28 сентября 2023 года, Ethereum запустил тестовую сеть под названием Holiski, которая поддерживает 1,4 миллиона валидаторов и является главным шагом для того самого обновления Dencun. Но если два предыдущих обновления были необходимы для перехода на Proof of Stake, то зачем тогда Dencun? Поскольку комиссия для проведения транзакций в блокчейне Ethereum является одной из самых высоких на рынке, разработчики долгие годы работают над тем, чтобы исправить эту проблему. И как раз таки 13 марта они сделают первый шаг в виде обновления Dencun, которое будет направлено именно на снижение комиссий в сети для всех проектов L2. Это те проекты, которые работают на основе эфира. Снижение комиссий будет возможно за счет специального механизма под крутым названием Proto Dank Sharding, который будет разделять транзакции на отдельные сегменты, и они будут быстрее и дешевле обрабатываться валидаторами. Следовательно, для всех проектов, которые работают на эфире, комиссии снизятся, причем на целых 90%. И согласно прогнозам представителей L2 блокчейнов, как, например, Arbitrum, Base и Polygon, пользователи этих проектов будут платить максимум 5 центов за любую транзакцию. Является ли это положительным фактором? Конечно же да, причем не только для эфира, но и для всех проектов, которые работают на базе этой большой экосистемы. Последние данные говорят о том, что эфир готов пробивать 4000 и уверенно идти на $5000. Одним из факторов, подтверждающий рост эфира, является сокращение предложений на биржах. Данные компании Glassnode показывают, что балансы Ethereum на биржах достигли 20-месячного минимума в 13 миллионов эфиров после падения на 7,7% за последние 90 дней. Общий баланс между притоками и оттоками во всех известных биржевых кошельках демонстрирует резкое снижение с октября прошлого года, когда вывод средств с торговых платформ начал расти. Именно это и сопровождает рост цены эфира на 130%. Проще говоря, уменьшение эфира на биржах означает, что инвесторы могут выводить свои токены на холодные кошельки для долгосрочного холда. При этом с начала февраля количество кошельков, содержащих эфир на сумму $100 тысяч и более, растет. Также уменьшению количества токенов Ethereum, доступных для покупки, способствует увеличение количества эфира, отправленного в стейкинг. По данным, более 30 миллионов эфиров на сумму $119 миллиардов вытащили из общего оборота и отправили в стейкинг. То есть эти 26% монет, которые сейчас находятся в стейкинге, никак не могут быть доступны для покупки. И в это время количество валидаторов достигло рекордного уровня выше 987 тысяч. И как вы видите, общая стоимость, заблокированная на Ethereum DeFi, превысила отметку в $2 миллиарда, что дает прямой сигнал на рост популярности и внедрение протоколов ликвидности Ethereum. Но это еще не все, ведь сейчас открытый интерес к Ethereum приближается к максимальным уровням 2021 года, ведь последние данные говорят о том, что открытый интерес на фьючерсы Ethereum составляет около 11 миллиардов долларов, а максимум был 13 миллиардов 9 ноября 2021 года. Таким образом, даже несмотря на недавний перенос решения по Ethereum ETF от BlackRock и Fidelity, цена эфира пробила новый годовой максимум на уровне $3900, а учитывая обновление Dencun, есть большие шансы, чтобы на следующей неделе увидеть уровень 4000. И я не зря вам постоянно говорю, что эфир должен составлять 20% от вашего депозита, ведь это базовый альткоин, на основе которого работает очень много
много монет. И, кстати, продажа эфириум на 100 тысяч долларов от Бутерина не является сигналом на падение, ведь Бутерин очень часто продает эфириум для благотворительности. Также в ближайшие дни нам 100% нужно следить за такими токенами, как Arbitrum, который консолидируется и готовится к резкому пампу, за монетой Optimism, которая вышла из восходящего треугольника и направляется пробивать новые максимумы выше 5 долларов, токеном Matic, ведь как вы видите, он сохраняет свой восходящий торговый канал, но и за многими другими монетами, как, например, IMX, Starknet или, например, Manta. Но в целом рынок радует нас активным движением, и положительных катализаторов для будущего роста еще очень много, ведь чего только халвинг стоит. Поэтому мы продолжаем следить за криптовалютой, чтобы делиться с вами только самой полезной информацией. Так что не забывайте подписываться на канал, переходите в наш Telegram, где есть больше актуальных новостей, и если вы еще не нажали на колокольчик, обязательно сделайте это прямо сейчас, чтобы не пропустить следующее видео, в котором мы с вами и увидимся. Поэтому вам желаю удачи, до скорых встреч!